Село Мугреево-Никольское раскинулось посреди дремучих лесов Южского района Ивановской области на берегу реки Луг. Старинное село, в котором произошли события, изменившие историю России. Село в составе Стародубского княжества в XV веке, а именно в 1440-х годах, неизвестно точно в каком 40-м году, оно было передано от князей Ряполовских князьям Пожарским. Одному из представителей этого рода установлен памятник на Красной площади в Москве. Дмитрий Михайлович Пожарский – самый яркий и известный представитель древнего рода, руководитель народного ополчения, освободитель Москвы от польско-литовских интервентов, воевода и добрый христианин. Дмитрий Михайлович Пожарский принадлежал к роду Рюриковичей Стародубских, ведущих также свой род от великого князя Владимира Суздальского княжества Всеволода Большое Гнездо. Служил при Борисе Годунове, присягнул следующему царю Василию Шуйскому. После поражения в Первом народном ополчении князь Пожарский был ранен и доставлен в свое имение Мугреево. Сейчас эта деревня называется Мугреево-Никольская. Сюда же, накануне второго ополчения, земский староста Козьма Минин посылает гонцов с просьбой возглавить второе ополчение. В Нижнем он был встречен с великой честью. Ополчение встречали под звон колоколов. К 10 тысячам ратников присоединялись новые отряды. Войско Пожарского вошло в Москву и встало лагерем близ Арбатских ворот. После нескольких боев ополченцы подошли к Кремлю. 4 ноября 1612 года польский гарнизон в Кремле сдался на милость победителям, а 21 февраля 1613 года на царство был избран первый из рода Романовых Михаил Федорович. После венчания на царство Михаил Федорович пожаловал Пожарского боярским чином, а в последующие годы боярин был дружкой на обеих свадьбах царя. А когда скончался, государь провожал гроб незабвенного боярина и почтил оный слезами своими. Многое в Южской земле связано с именем Дмитрия Пожарского. Во второй половине XV века появляются упоминания о селе Никольском с 6 деревнями в местности, называемой Южа. Тогда это было название не населенного пункта, а именно местности. Обычно пишут, что вотчина князя находилась в селе Мугреево, но такого села тогда не существовало. Храм Николая Чудотворца с ротондой – доминирующая постройка в селе. Возведен в конце XVIII века и служил при усадьбе Гончарова, владельца полотняной фабрики. Рядом Троицкая церковь, которая принадлежит к распространенному во Владимирской губернии типу скромных сельских храмов. На пригорке чуть поодаль от храма, у дороги, ведущей к другому Мугреевскому селу, установлен памятный камень с гербом Пожарских и надписью. Изучение этого села позволяет решить одну загадку, связанную с датой рождения князя. Историки называют годом рождения Пожарского 1578. Но некоторые факты из письменных источников позволяют по-иному взглянуть на биографию князя. В 1587 году Дмитрий Михайлович передает Суздальскому монастырю деревню Три Дворища, что в Стародуб-Ряполовском. На тот момент мальчику было 9 лет, и он не мог быть собственником при живых родителях. В следующем году князь Дмитрий
жалуется довольно высоким придворным чином стольника и получает деревни в Серпейском уезде. Восторг по поводу развитости мальчика утихает, если обратить внимание на историю села Мугреево-Дмитриевское. Владельцами села были дядя и отец будущего воеводы, а село имело несколько названий. В древности называлось Тридворища, а по построении церкви стало Богоявленским. В 1567 году село именуется Дмитриевским, так как в селе построен храм Дмитрия Солунского, и связывают это событие с рождением у владельца села сына Димитрия, названного так в честь небесного покровителя. Поэтому годом рождения Дмитрия Михайловича Пожарского следует считать 1567 год, то есть на 11 лет раньше общепринятой даты. Доподлинно неизвестно, где располагалась усадьба Пожарских. Есть мнение, что имение располагалось даже не в Мугреево-Никольском, а в соседнем селе Мугреево-Дмитриевское. Следующий загадочный факт биографии князя связан с 1611 годом, когда Пожарский приезжает лечиться от ран. Говоря о Мугрееве, следует иметь в виду не конкретный населенный пункт, а местность, входившую в состав Мугреевского стана, территориально-административной единицы на Руси в XVI-XVII веках. Именовалось оно на тот момент Богоявленским, а затем Дмитриевским на Лухе. Причем переходило село от Пожарских к другим владельцам неоднократно, пока не отошло к Суздальскому Спас-Ефимовскому монастырю в 1572 году, о чем до сих пор и напоминает храмовый комплекс, состоящий из церкви Ефимия Суздальского и колокольни Богоявления. Мугреевским село стало называться на рубеже XVIII-XIX веков. Таким образом, в 1611-м Дмитриевское уже не принадлежало Пожарским, и вопрос, где именно находилась усадьба Дмитрия Пожарского, остается открытым. Род Пожарских иссяк. Земли их отошли князьям черкасским, в том числе и Мугреево-Никольское. Земли вокруг села скудны, поэтому хозяева брали оброк не сельхозпродукцией, а рыбой и дичью. В рыбном промысле, как в прошлом, так и сейчас, на реке Лух использовались уникальные лодки, моноксилы, а по-русски долбленки, которые изготавливались из цельного ствола дерева, как правило, осины.